Девочки, всем привет! Еще одна посылка от Апротега с магазина на Алиэкспресс. Пластина с новинками, не знаю, с новинками. Вот. Пластины для стемпинга. Давайте вместе посмотрим, что же там новенького. Так, ну первая пластинка. Тут лисенок. Лисенок или нет? Или скунс это вот по хвостику, да? Вот, наверное, скунс все-таки. Такая вот. Видимо, это есть какой-то такой вот персонаж с какого-то мультика, полагаю. И вот тут получается как раз таки эта пластина приурочена к этому самому мультику. Ну вот здесь вот елочки, смотрите, тут вот он в разных позах, вот на двух лапках стоит, вот так вот. Такой забавный получается персонаж. Есть также, как это вот, не бублик, пончик, лапки использовать. Есть готовая уже целая композиция фоновая. Так, это у нас GR556. GR556. Не хочу коверкать, не могу прочитать нормально. Так, следующая пластина. Ой, вот эта пластина интересная для меня была с самого начала. Это GR558. Тут, знаете, это, мне кажется, не то, что... Я, конечно, вот прям точно не знаю, но, по-моему, это не то, чтобы персонаж, вот прям. Это какая-то, ну, я так полагаю, уже... Пластина приурочена именно к народности, да, то есть, во-первых, тут вот эти вот композиции мне очень понравились. Посмотрите, какие они длинные. Ну да, то есть их можно разместить и на короткие ноготки, ну и на длинные. Посмотрите, насколько, да, эта композиция длинная. То есть, в принципе, можно вот прям вот совсем прям на длинной. Вот это тоже очень длинная композиция. И тут все вот эти орнаменты, они именно в таком восточном стиле выполнены. Как по мне, пластина шикарная. Она маленькая, но при этом, ну тут вот, ладно, вот эти вот маленькие домики, да, тут мостики есть, это тоже в принципе пригодится. Вот есть такие вот, как оно, полосочки, которыми можно также дополнить, да, любой дизайн. Ну понятно, сами персонажи, но тем не менее. Вот и вот эти вот композиции, они, знаете, они похожи, конечно, на вензельные, но это все-таки не вензели, это не вензеля. Это вот именно, знаете, вот в таких вот восточные вот какие-то вот такие вот загогулины, да, которые вот, ну, в восточном стиле выполнены. И, на мой взгляд, очень интересные. Не видела также ни у кого такой пластины, вот таких вот рисунков. Тоненькая гравировка. Интересно будет посмотреть, как будет отпечатываться. Так, я сказала, какая это была? GR558. Это GR557. Тут у нас маски, да, маскарадные маски. Есть у меня пластина от Мой Лондон. Там очень много масок, но тут вот смотрите, тут тоже есть вот прям вот такая вот интересная маска. Вот. Котик, лисичка маска, да, также. Такая вот с перьями маска тоже. Вот это вот красивая маска. Вот это красивая маска. Ну, в общем, эта пластина вся приурочена именно к маскам. GR557. Так, следующая пластина UX031. Эта пластина у меня есть в прошлой распаковке, я ее показывала.
тут вот видите двойные пленки. Имейте это в виду. Эта пластина, она с сердечками. Тут в разных вариациях она представлена. То есть просто сердечки с точечками, сердечки в сеточки, в полосочку, полые, линейные сердечки, на шашках сердечки. В общем, везде сердечки. Везде сердечки. Такая пластина есть. В прошлой распаковке она была. Вот, мне еще одну прислали, получается. Так, еще одна пластина UX030. Также была в прошлой распаковке пластина. Мне тут очень понравились вот эти вот композиции. Шикарные они просто. И вот посмотрите также, да, на длинные ноготки. Ну вот действительно очень мало пластин для стемпинга, которые не нужно там как-то допечатывать, а вот можно просто сразу раз и на такой вот длинный ноготок, да, всю композицию. Тут вот может быть чуть-чуть на уголке где-то там не хватит, но тем не менее. Тут полые, все полые композиции, лебедь, не знаю, косуля, кто это, олень. Еще олень, тут вот русалка, подсолнух. И ну вот эти вот нижние, мне во всяком случае вот в качестве того, вот как рисунки нравятся. Я не знаю, я еще не открывала ту пластину, не смотрела, не отпечатывала, не знаю, как они смотрятся на ногтях, но идею с этой пластины у меня уже есть. Так, еще пластина. Так, сейчас название, где тут? UX9019. Тут у нас персонаж. Я так понимаю, это мультик. Нет, подождите, это не один мультик. Вот тут и русалка я вижу, и Золушка. Ну вот это, вот еще тоже русалочка. Так, вот это точно, это как ее, Белоснежка. Эту не могу пока что разобрать, тут их много, тут их просто очень много. А вот это Аладдин. Не помню, как там эту принцессу звали. Аладдин. Вот это Бель из «Красавицы из чудовища». И тут очень хорошо то, что внизу, смотрите, представлены вот это Walt Disney, да, вот это вот здание. Ну, это опять-таки из мультика «Аладдин» замок. Вот это тоже замок, по-моему, откуда-то непонятно. Вот это вот Walt Disney, точно, заставки, я помню. Ну, и такие, тут и снежинки есть, и звездочки. Ну, такая тоже. Есть и вот такие вот линейные в рамках композиции. Необычная. Вот даже фея тут есть. Тут туфелька Золушки, часы, карета. С тыквой, да, которая была сделана. Да, вот это тоже Бель, вот потому что тут вот видите, вот это вот роза, которая, ну, в общем, тут эта пластина, я так понимаю, тут собраны именно женские такие персонажи мультиков. Я сказала UX9019. Следующая пластина UX033. Тут веточная, тут именно ветки, знаете, причем они полые, эти ветки. Вот очень часто бывает, вот прям надо, да, какую-нибудь ветку подобрать где-нибудь, вот просто раз так и отпечатать сбоку. Есть также вот такие уже рамки, и тут вот, знаете, такая как бы подсказка, да, своего рода. Вот рамка, и вот она веточка. Вот такая рамка, то есть сюда можно также отпечатать какую-нибудь веточку в качестве дополнения. Вот такая рамка, ну и вот эти вот, да, соответственно, рамки. То есть вы отпечатываете рамку любым там цветом, и затем просто вот добавляете где-то сбоку, либо сверху веточку. Также вот такие вот уже готовая композиция, которую можно использовать в качестве фона. Так, где там моя линейка?
3 с небольшим, 3 вот так вот где-то, да, сантиметра. Ну вот, видите, вот. То есть на длинный ноготок можно спокойно разместить. Вот эта композиция в полом варианте, в линейном варианте, то есть в качестве фона, вот, пожалуйста. И дальше можно точно так же какую-нибудь рамку, а внутри что-нибудь закрасить. Или что-нибудь еще отпечатать. Ну, такая вот. Тут есть панда, есть такой сосуд, поддержка иероглифами. Да, именно иероглифами. Вот такая вот пластина. UX033. Так, ой, вот эта пластина мне сразу понравилась. UX032. Сейчас одну пленку я уберу. UX032. Тут текстуры. Это уже готовые фоновые композиции. Тут есть и сеточки. Вот в двух вариантах эти сеточки представлены. Есть и просто вот такие вот точечки. Стена каменная. Это именно каменная стена. Это, по-моему, древесный пол. Ну вот что-то с деревом, по-моему, связано. Именно такое деревянное что-то. На мой взгляд, деревянное. Мраморные текстуры всеразличные. Это, понятное дело, кирпичная плитка, кирпичная кладка, стена, да, кирпичная. Ну, вот это вот разводы такие бензиновые, тут тоже бензиновые разводы. Вот такая вот текстура. Ну, такая очень также интересная, именно фоновая пластина. Даже вот такие вот. Просто, ну как это назвать, даже не знаю. Паутиной, конечно, не назовешь. Да, вот здесь бы вот хорошо бы какую-нибудь такую вот еще паутиновую, да, тему добавить. Так, следующая пластина поп-арт. Ой, какая интересная пластинка, да? Поп-арт. Смотрите, тут вот у нас вот эти вот самые надписи, которыми можно дополнить дизайн в этом стиле. Вот это мне понравилась рука. Да, как будто пистолет. Рука непосредственно уже с пистолетом. Ну, вот это вот символы Marvel. Там что у нас? Это у нас кто? Не помню. Вот этот. Типа летучая мышь. Как он там? Это Супермен. А это Бэтмен, да, Бэтмен. Вот эти тоже композиции можно дополнить. И здесь очень интересные вот эти вот рисунки. Очень интересные. И я, конечно, еще не отпечатывала, но мне вот по фотографии понравились они. Да, вот такая вот девушка, вот такая леди-кошка, или как он там, женщина-кошка. Ну, во всяком случае, похоже. Ну, и вот такие вот силуэтные, да, уже композиции. Прикольные. Забавные рисунки. Мне они понравились вот именно, когда я смотрела на фотографию пластин. Вот это прям интересно будет посмотреть, что получится. Это у нас поп-арт 001. Очень такая крутая, скажем так, пластина. Следующая пластина UX034. Тут также вот очень похоже на, вот мы с вами видели, да, вот эту вот пластину. И тут также полые элементы, но здесь уже, вот видите, тут для длинных ногтей, по большей части, тут уже где-то длина 2 сантиметра. 2,2, 2,1, где-то так примерно. Но тоже вот именно полые композиции. Например, в реверсивном можно сделать цветной стемпинг, да, там градиент. Также можно и раскрашивать. В принципе, реверсивный стемпинг тоже нам запретит. Вот. И тут вот такие вот. Вот это вот, например, также может служить в качестве фона. Да, вот такой вот уже рисунок. Вот эти вот рисунки мне очень интересны. Вот эти вот рисунки интересные. Вот, кстати, вот эти уже на более длинные ноготки. 4
4,2. Тут вот тоже 4,2. Ну, то есть, в принципе, тоже есть и на длинные, и на короткие. Это UX034. Но опять-таки, вот я не знаю, я просто не видела, у меня нет особо, да, вот каких-то таких пластин, поэтому мне интересно попробовать, что получится в итоге, какие дизайны можно сделать с этой пластиной такого, чтобы вот прям интересно, чтобы интересные были. Нужно будет, в общем, попробовать. Вот эта пластина меня также сразу, мне она сразу понравилась, как увидела ее. Тема флористика, и она всегда в теме и зимой, и летом. Тут именно готовые композиции, готовые фоновые, да, я их называю фоновые композиции. Вот этот элемент розочки встречается, но вот этот вот, например, рисунок с розочками я не видела. Тут уже добавлены листочки, вот с колокольчиками, тут также, да, готовы уже, ну, их можно использовать и в качестве фона, и как основной дизайн. Тут вот, не знаю, что это, ромашки-подсолнухи, тут вот цветочки опять-таки с листочками, ну, тут больше по флористика, да, такие вот розочки. Вот есть, опять-таки, фоновый рисунок, это листья, ну, и тут различные цветочки. Один, по-моему, да, тут получается на пластине одна полая композиция, вот она. Остальные вот они, все линейные. Тут вот кактус. Вот это кактус. Цветущий кактус причем. Тоже очень красивый. Вот этот красивый рисунок. Так, следующая пластина. UX9021. 9021. И она тоже кому-то посвящена явно. Так, я не знаю, кому. Я не знаю, кому она посвящена. Но тут точно персонажи аниме, скорее всего, такие необычные. Если вы смогли идентифицировать, девчонки, кто это, пожалуйста, подскажите, потому что я, например, ну, не знаю этих персонажей. Вот здесь вот похоже пингвин. Но опять-таки, возможно, я ошибаюсь. Тут точно девушка, возможно, вот даже вот тут вот парень. Мне нравится, знаете, что в таких пластинах представлены не только женские персонажи, но и мужские. И действительно мужских именно персонажей на пластинах маловато. Ну, согласитесь, вот у Апротега очень много у меня в последнее время именно пластин с мужчинами, с мужскими персонажами, с мужскими лицами. И это очень здорово, то есть как бы не только девчонок, но еще и парней можно будет, да, отпечатывать. Так, ну и последняя пластина, это Гудема, или как она, Гадема, Гадетама, не знаю, Гудетама, Гудетами, не знаю, что, релакс, до свидания. Это также, видать, какой-то персонаж. Тут вот, я не знаю, это что вот, это желтки, яйца, да, наверное, не знаю. Вот тут тоже разбитая скорлупа, и там цыпленок. Тут вот тоже, вот, пожалуйста, яичко. Но мне кажется, что это, наверное, какой-то все-таки персонаж какого-то мультика. То есть это какое-то яичко. Вот, и эта пластина посвящена этому персонажу. Есть, да, вот поддержка надписями, а он тут разное. Вот он тут в разных вариантах он тут представлен. Тут и в скорлупе, и без скорлупы. Не знаю, чем закончился мультик. В общем, ну вот такой вот персонаж. И, собственно, вот такая вот пластина UX9020.
Ну, забавные просто, тут очень забавные рисунки, и мне просто непонятно, чем же закончилось, да, все-таки там пожарили яичницу-то, сделали омлет или что там с этим персонажем, или вот он также там вот где-то гуляет, или что, вот их там несколько даже, целая группа таких вот яиц. Да, то есть сидят они тут, играют, что-то вот тут общаются, видите, они даже там вот есть, ну, затронули такую любовную тему, да, вот два яичка. Не могу. Вот такая вот забавная, в общем, пластина. Кто знает этого персонажа, если это действительно персонаж, пожалуйста, напишите мне в комментариях, чтобы мне просто проще было искать его, да, то есть, чтобы понимать, в каком направлении двигаться при создании дизайна. Буду вам очень признательна. Вот такие вот новинки, в общем, я получила. Да, у меня тут получается 2 пластины повторки. Девочки, обязательно сделаю, ну, там вот какой-то такой вот розыгрыш у себя в группе, в Телеграм. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, проходите. Вот. Ну, а я, как всегда, желаю вам здоровья и всего самого наилучшего. До скорых встреч!